Время 7:07. Чтоб потом ко мне претензий не было. Время 7:07. Чтоб потом ко мне претензий не было. В общем, человек был потом скажет.
Ну, короче, как-то так. Что с батарейками опять делают в 33-й квартире? Что замолчала? Продолжай. Лен. Или это маленький ребеночек делает? Аркаша, Саша. Маленький ребеночек, и по голосу далеко слышно. Вот так они к батареям ничего не подключают, батареи не трогают. Это все маленький ребенок, видимо, с другой комнаты. Мысленно, блядь, по батареям ковыряется. А потом они же коллективно пишут заявление, что я ночью по батареям слышу. Причем с квартирами, которых стояк вообще другой. Там с 15-й квартиры, с 12-й на 3-м этаже. Я не знаю, что там, кто у них стучит. Под руководством Ольги Любченко из 16-й квартиры. И сразу все, да, тихо. Вот, друзья в 33-й квартире лазят в батареи, которые идут потом ко мне. Товарищи это делают каждый день, уже неделю как минимум. 33-я квартира, вы что с батареями делаете? Вам кто дал право лазить в батареях? Я это отправляю в прокуратуру. Иди в квартиру 33, иди в квартиру 33, иди в квартиру 33, имя, во второй подъезд, имя, во второй подъезд, имя, во второй подъезд, и там будем как бы, 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 это я приложу, это я приложу, это я приложу. Когда приходил дядя Саша, сказал, что у вас батарея перекрыта. Но мы не перекрывали, кто это делает маленький сын, и все. Как вас зовут? Говоришь? Как вас зовут? Не имеет значения. Твой сосед. Меня Как зовут, фамилия? Прийти в квартиру 33, где есть Wi-Fi. Да, ты ко мне домой? Ты ко мне домой пришел? Название это как бы скрывает. Где есть Wi-Fi. Да, ты ко мне домой? Ты ко мне домой пришел? Название это как бы скрывает. Да, ты ко мне домой? Ты ко мне домой пришел? Это как бы скрывает. Да, ты ко мне домой? Ты ко мне домой пришел? Название это как бы скрывает. Фамилия, имя твое. Фамилия моя, вот. Да, ты ко мне. Линк. Фамилия, имя твое. Фамилия моя, вот. Да, ты ко мне. Линк. Фамилия, имя. Фамилия, имя твое. Фамилия моя, вот. Да, ты ко мне. Линк. Б. Да. Б. Б. Да. Б. Б. Да. Б. Б. Да. Б. Ты меня снимать пришел. Фамилия, имя, отчество. Фамилия, имя, отчество.
Б80. Фамилия, имя, отчество. Б80. Фамилия, имя, отчество. Б80. Говорят, что он еще 33-й квартиры занимает. Говорят, что он еще 33-й квартиры занимает. Говорят, что он еще 33-й квартиры занимает. Давно живешь в 33-й квартире? Говорят, что он еще 33-й квартире занимает. Давно живешь в 33-й квартире? Говорят, что он еще 33-й квартире занимает. Давно живешь в 33-й квартире? Говорят, что он еще 33-й квартире занимает. В это же время никому не говорите ваш пароль. То есть уже получили. Как его прописали, если сим-карта в телефоне стояла? Так, ну ладно, только много. 13-го, это где телефон был залит в больнице, а я новый купил, сотовую сим-карту, но я его еще не отдал. Это мне приходит 12 числа, в час ночи, что нам карточку, который просит восстановления, приходит код. И в эту же минуту приходит, что он уже код получил, да, кто-то. И уже приходит новый пароль. И вот мне интересно, кто-то получил код получил. Да? Потому что вот написано, внимание, раз восстановление пароля, вы говорите код. И в это же время никому не говорите ваш пароль. То есть уже получили код. Как его прописали, если сим-карта на телефоне стояла? Так, ну ладно, тут только много информации, да, очень изучать будет. И вот там еще момент, смотрите, потом вот взлом уже поменяли на телефон, это ее почта, Mail.ru. Да, уже поменяли. Потом, вот сейчас момент, я вывел по поводу, вот. Это вот я писал с мобильного телефона, он просто стоял вот так вот так стоял, мы с папой уходили. Вот я часть вырезал, потому что записано на телефон. Вот, что это давай? Эти бывшие патроны все это делают, я сейчас не приведу. И так много, значит, эти бывшие патрули все это делают. Оно на звук накладывается, это я закрываю дверь. Я закрываю дверь, а на звук накладываются частоты. Это уже дальше. Анатолий Бог держит. Что-то говорят? Ну вот в самом начале, я сейчас, секунду. Это накладывается как-то, это кто-то говорит на частотах, как будто на рации какой-то, и когда в фоне идет звук, этот звук накладывается, его слышно на записи получается. Когда звуков посторонних нет, не Так, слышно. смотри, давай тут это в хронологии разложим, с чего начинать. Все, вот это вот я записал что текстом, а дальше просто вот фото, там что Нет, текст, с какой страницы начинаешь? Вот с этой? Значит, история такая. С этой? Да, все, давайте пиши тут. И сейчас я еще вам электронный скину. Не пишу никакого кружки. Нет, я не скину электронного. Давай, значит, это ну тут заявление надо, ну сверху, конечно, заявление от твоей фамилии, даты рождения, адрес, номер. А камера? Это я потом уже вешал, чтобы вот тоже так же есть слова, зашел. Но это надо слышать, разбирать с ним. То есть очень долго это разбирал, чтобы не уехать в психушку. Потому что делается на каких-то частотах, кто-то, получается, общается. Полностью пишу Сергея Сергеевича, не сокращен. Давай вот полностью.
Устройство для наведения посторонних звуков. Генератор белого шума создает постоянный шум, который может замаскировать другие звуки. Ультразвуковое устройство излучает высокочастотные звуки, которые могут быть слышны только с помощью специальных устройств, но могут быть записаны на диктофон. Радиопередатчик передает скрытые аудиосигналы на определенной частоте, которые можно записать с помощью диктофона, настроенного на эту частоту. Устройство для модуляции голоса. Модулятор голоса изменяет частоту голоса в реальном времени, делая его трудноразличимым. Программное обеспечение для изменения голоса позволяет записывать или изменять голос с различными эффектами, включая изменение высоты тона, скорости и тембра. Использование этих устройств для записи кого-либо без его согласия или для наведения посторонних звуков с целью записи является неэтичным и незаконным. Посторонние голоса, слышимые при моделировании голоса и чистке в аудиоредакторах, обычно находятся в следующих диапазонах частот. Низкие частоты, менее 200 Гц, гул, шум ветра, механический шум. Средние частоты, 200 Гц, 2 кГц, голоса других людей, фоновый шум. Высокие частоты, выше 2 кГц, шипение, свист, электрический шум. Чтобы удалить посторонние голоса, можно использовать следующие методы. Эквалайзер. Уменьшите усиление в диапазонах частот, где присутствуют посторонние голоса. Шумоподавление. Используйте встроенные в аудиоредактор инструменты шумоподавления, которые могут идентифицировать и удалять нежелательные шумы, включая голоса. Частотная модуляция. Изменяйте частоту голоса, чтобы отделить его от посторонних голосов. Ворота шумоподавления. Установите пороговое значение, чтобы заглушить все звуки ниже определенного уровня, включая посторонние голоса. Попробуйте использовать различные комбинации этих методов, чтобы добиться наилучших результатов. Значит, как видно на видео, у меня сначала пропал интернет во время задавания вопросов. Резко. Пришлось отключаться от сети, делать режим полета. И заново к ней подключаться. Она очень долго куда-то исчезла, ловила сеть вместе с вышкой. Интернет вернулся только после законнекчивания через VPN. Так вот. Первый раз мне робот ответил правильно, а теперь он там что-то этические соображения какие-то. Так вот, какие бывают ультразвуковые устройства для того, чтобы наводить другой звук и изменять содержимое в прямом эфире? Ультразвуковые устройства могут использоваться для различных целей, в том числе для направленного звука
давления и изменения содержимого в режиме реального времени. Ультразвуковые динамики или фокусирующие ультразвуковые излучатели. Эти устройства могут направлять ультразвуковые волны в определенную область, создавая зону повышенного звукового давления. Это позволяет транслировать звук в конкретном направлении или создавать аудиопузыри, в которых могут слышаться звуки. Ультразвуковые передатчики. Такие устройства способны модулировать ультразвуковой сигнал, чтобы передавать в него аудио или другую информацию. Это может использоваться для беспроводной передачи звука или для модификации существующих звуковых сигналов в режиме реального времени. Ультразвуковые эффекторы. Эти устройства могут изменять характеристики звуковых сигналов, используя ультразвуковое воздействие. Например, ультразвуковые эффекторы могут применяться для создания реверберации, изменения тембра или других звуковых эффектов. Таким образом, ультразвуковые устройства позволяют направлять, передавать и модифицировать звуковые сигналы в режиме реального времени, открывая интересные возможности для аудиозвуковых и музыкальных приложений. Отмечу от себя дополнительно, в соседних квартирах могут заселяться якобы снимающие жилье на длительный срок люди всякие, а также соседи просто. И делать постоянно ремонт, используя перфораторы и молотки, просверливая постоянно штробы какие-то в полу и что-то там постоянно ковыряясь. Вот. От себя добавлю, что как вариант ремонты делаются для того, чтобы этот звук по комнатам твоим проникал и как бы к твоей ложе, где ты постоянно находишься, компьютер, кресло, ложа, неважно, где ты постоянно находишься, чтобы звук там отражался от стен правильно и попадал пузырями тебе в уши, а накладывают его сверху на другие звуки. Вот и все. И пишется это, вот эти вот датчики и прочее, на видеокамеру. То есть получается диапазон частот идет от и до, как указано в видео у меня, диапазон частот, и используются конкретные какие-то устройства. Вот. И получается что? Получается, что вот так вот они играют со звуком и делают из людей якобы сумасшедших. Также я хотел добавить, что сейчас я еще задам один вопрос, мне очень интересно. Извините, но я не могу предоставлять информацию или инструкции по использованию ультразвуковых технологий для нелегального взлома, прослушивания или изменения содержимого в смартфонах или других устройствах. Это выходит за рамки моей роли как этичного помощника. Подобные действия могут нарушать законы о конфиденциальности данных, защите авторских прав и законодательства в области информационной безопасности. Я должен соблюдать эти нормы и не могу способствовать незаконным или вредным действиям. Вместо этого я бы предложил вам сосредоточиться на законных и этичных применениях. Извините, но я не буду рассказывать о теоретической возможности установления несанкционированного наблюдения за смартфонами или способах определения их частоты с целью возможного взлома или перехвата данных. Это выходит за рамки моих этических принципов. Последний вопрос, который я задавал роботу, являлся, можно ли на смартфон, зная его характеристики, либо сим-карты данные, либо еще чего-то, навести, настроить частоту, и через эту частоту на постоянной основе за телефоном мало того, что мониторить, так еще и сверху как бы накладывать свои слова, и получается, если ты снимаешь с телефона что-либо, то потом получается при разборе записи там слышно посторонние не только фразы, но и целые предложения, которые имеют логический смысл, это не посторонние шума, получается, а какое-то преследование. У меня очень много таких аудио и видеозаписей,
И как пример я предоставлю маленький отрывок из большой записи.